Ближе всех к Крамовскому Плахов. Он был когда-то влюблен в его жену, но вел себя крайне деликатно. Знаешь, я думаю, что он и до сих пор ее любит. Хоть и считает пропавшей. Ну а нам-то что с того? Ну как это что, Вась? Это же грех не использовать. И нужно предупредить товарища Шилова. Значит так, свяжись с французом. Это наш канал срочной связи. Понял? Как связаться? Вот. Дашь объявление в газету. Вечерний выпуск. Француз смотрит каждый номер. И еще, кстати, у тебя когда заканчивается сеанс? Не будет сегодня сеанса. Топер запил. Ладно, встретимся 9:30 на кладбище. Оружие возьми. Мы без оружия не ходим. Прошу прощения. А, это опять вы? Добрый день. В прошлый раз как-то решить представиться. Капитан Плахов Андрей Иванович. Галецкий Януш Казимирович. Поручик 1-го гусарского Сумского полка. Бывший поручик. Бывшего гусарского, бывшего Сумского. Да. Жаль, славный был полк. Славный. Послушайте, поручик, здесь рядышком есть милое кафе. Не составите мне компанию? С удовольствием. Прошу. Мой дорогой. Бонжур, господин Плов. Мое почтение. Мое почтение. Бонжур. Зря вы тогда с Ичевым. А что мне оставалось? Без вас бы управились. Ну, получил его плюху секунд, не сахарно. Я бы ему сам при случае съездил. Да не в полковнике дело. Вы же сами слышали, что нес этот ваш Сычев. Даме в лицо. Ну, вы знаете, она тоже особо с фантазией. Очаровательная, да. Но, пардон, Муа, ведет себя как кукотка. Впрочем, конечно, это не оправдывает Сычева. Вот именно. Он вам это не спустит, имейте в виду. Витька всегда был с чудинкой, а сейчас совсем с катушек слетел. Выстрел же за вами остался. Верну при случае. Советую не торопиться. Не попадайтесь ему на глаза недели 2. Такой завертится, не до сатисфакции будет. Ну, за знакомство. Да. Что другого нет. Я вас видел в штабе. К Виктору Алексеевичу заходили? Да. Принес ему письмо от жены. От какой жены? От Елены Васильевны. Вы что, поручик? Она же… В Плотске. Да погодите вы. Нужно немедленно, понимаете? Достаточно эскадрона. Стойте, стойте, я вам говорю. Пустите. Вы что, совсем обезумели? Поручик. Простите. Понимаете, я ему сразу предложил отправить со мной людей за ней и за Машенькой. И что он? Пойдемте, на вас уже люди оборачиваются. И что он? Сказал нет. Как нет? Почему? Это вы меня спрашиваете? Видимо, на то имеются причины. Не понимаю. Пойдемте, нужно поговорить с ним. Это совершенно бесполезно, я пробовал. Понимаю. Он не хочет шума в начале выступления. Что же делать? Хотя, знаете, Что? я мог бы провести вас через границу. Вдвоем? Ну, конечно. Конечно. Идемте. А куда вы? Постойте. Я готов, конечно, идти, но не сию же секунду. К тому же Машенька. Ей, конечно, лучше, но она еще слаба. Боюсь, она не выдержит перехода. Значит, я понесу ее на руках.
Это вы сдаете квартиру? Черт. Этого только не хватало. Вот так сюрприз. Господин Ковальчук, такой и есть француз. Скажите отзыв. Зачем? Для порядка. Комната есть, но с соседом. Впрочем, он вас не потревожит. Дурацкий пароль. Кто встречается с квартирным маклером на кладбище? Это не я придумал. Не я. Все в порядке. Наверное, нам с вами нужно объясниться. Тот разговор возле синематографа. Это все не имеет значения. Зачем вызвали, говорить о деле? Вам срочно нужно связаться с Шиловым и передать ему вот это. Когда мне отправляться? Прямо сейчас. Это все? Да, все. Яник? Яник! Она для меня святая, понимаете? Я думал, что таких вообще не бывает, пока я не встретил. Она тогда приехала в полк к Виктору Алексеевичу. Еще невеста и я. Дьявол. Поймите, Влахов, мы же не в атаку идем. Слушать меня беспрекословно. Пошли. Главное, на патруль не нарваться. Если остановят, молчите. Я сам разберусь. Не волнуйся, у меня есть советские документы. Я гражданин СССР. Влахов, Что? даже если вы на лбу себе напишете, СССР не поможет. Почему? Потому что от вас за версту несет золотопогонный сволочь. Вы уж простите. Позвольте, поручик. Вы, между прочим, тоже не похожи на пролетария. Подождите. Можете во мне не сомневаться. Я не такой же олух. Бывал в переделках. Пойдемте. Шагом марш! Левой! 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 И... Пусть остались короны, вздымая британский лев! Ой! Кому не быть покорённой! Левой! 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 Вот ее дом. Небеса не видно. Лезьте, Плахов. Ну. Елена Васильевна. Господи, Елена Васильевна, это я. господи. Андрей Иванович, откуда вы здесь? Елена Васильевна, какое счастье видеть вас. Вы себе не представляете. Поручик, вы что? Черт. Уходим. Стоять! Тихо, тихо, тихо. Товарищ, А вы чего тут? Да нужду справить, вот. Приспичило. А что это вы на забор-то полезли? Документы.
Сейчас. Позвольте, товарищи дорогие, нельзя уже нужду справить? Позвольте. Сейчас поглядим, какие вы товарищи. Документы. Ну, держи, братец. Пальцем, хватай его! Хватай, братцы! Хватай контру! Хлопцы, а я ж его знаю. Что, ваше благородие, не признал? Как мы с тобой под лесовцами сшиблись. Мы вас тогда до самого кордона гнали. Жаль, ушел ты тогда. Да как тебе не признать? Ты признал. На тебе уйти дело не хитрое. Ты ж 7 лет держишься, как корова на заборе. А ну быстрее, сволочь! Прыгай, Плаков, прыгай! Открывай! Открывай! Товарищ Шилов! Товарищ Шилов! Товарищ Шилов! Можно доложить? Можно Машку за ляжку и козу на вазу. Можно. А в армии разрешите. Разрешить доложить? Ускакали? Так точно. Никому ни слова, ясно? Мы понимаем. Сазонов, дыхалки никакой. Будем тренировать этот вопрос. Свободны. Есть. Хорошо, хоть француз подоспел. Хоть подготовились. А я не понял, а чё они к ней подперлись? Да как второй-то, Плахов. Он в нее влюбленный. Товарищ Шилов, а наших на границе с дуру не прихватит? Я команду дал. Там сейчас хоть с оркестром шагай, никого не встретишь. Да понял я, будем тренироваться. Вот. Господин Галецкий, я благодарен вам за участие, но вынужден просить. В
впредь не предпринимать никаких действий относительно моей семьи, не поставив меня в известность. Ваше превосходительство, мы просто хотели помочь. Хотели помочь. Я оценю это, поручик. Чтобы поставить точку, вот, передайте это Елене, но в этот раз без отсебятины. Надеюсь, ясно. У меня огромное желание отправить вас под замок. А если бы получилось? А если бы нет? Сколько раз я повторял, нельзя сейчас провоцировать красных. Кроме того, вы не имели никакого права подвергать опасности мою семью. Вы отдаете себе отчет? Что было бы, если бы чекисты узнали о существовании Елены? Виноват. Виноват. А этот Галецкий? Я не доверяю людям его склада. Не люблю этих искателей приключений. Дозвольте доложить, ваше превосходительство. Если бы не Галецкий, я бы сейчас не перед вами оправдывался, а стоял возле стенки. Галецкий верный человек. Возможно. Ну все, вступайте в лагерь. Андрей Иванович, спасибо вам. Идиоты. Пан Галецкий, куда же вы пропали, пан Галецкий? Я беспокоился. Были срочные дела, пан полковник. У вас нет никаких дел. Никаких. Ну, пойдем. Нам должно поговорить. Вы не оценили мое доверие. Не доложили мне о мадам Ромовской. Те, в ком я ошибся, плохо кончают. Ну и что вы так расстроились? Ну прогулялись мы с Плаховым Красным. Мне что, о каждом шаге вам О докладывать? каждом. И рекомендую сменить тон. Вы живете только потому, что, я надеюсь, будете полезны. Вам все понятно? Понятно. Вам необходимо срочно отправиться в Кутск. То ходи, то не ходи. Встретитесь с нашим человеком. Отдайте ему пакет. Запомните. Адрес и пароль. Улица Вокзальна, 8. Пароль Висла. Понимаешь, у нас так дела не делаются. Машинист, ну старший. Все, за кордон без видом никто не ходит. С чужими сейчас тоже не дозволяется. Мало ли что. Дела-то у нас тихие. Эх, Степка, что-то меня сегодня все распекают. Туда не ходи, этого не делай. Ты сейчас ты попала. Че ты? Че у тебя сделать с этим ротмистром? С Наваром вы сходили, нет? Так какой там? Впустую сходили. Коммерсант. Стой. Сейчас будешь запрос так огребать. Давай. Пан Злотый, можно объяснить? Не можно. Не можно, если веры нема. Я тебя не знаю. Я хочу делать свои деньги и не думать. Я понимаю. Больше такого не повторится. Обещаю. Ладно. В ночь идем. Так что далеко не гуляйте. Ну что?
Яник, я ж просто так сказал. Я не думал, что он заведется так. Эх ты. По ночам дома надо спать, а не по девицам бегать. А ты что, видел меня, что ли? Угу. А что не отозвался? Барышню не хотел компрометировать. И вообще, я о чужих делах не звоню. Звонай. Да идите скорее. Ну? Ну что? Что? Помните? Ну неужели не помните? Наш секрет. Это странно. Мы спрятали их на Рождество. А потом вы меня поцеловали, а Магда нас застала. Висла. Ньюман. Входите. Не вертись, контра. Отлично сработано, товарищ. А ты иди в угол. Садите его.
желаю, товарищ шпион. Русский. Поляк? Офицер. Да вижу, что офицер. Офицер же, а? Какая стать, взгляд. Ух, порода. Ну что, будешь с нами разговаривать, породистый? Не хочет. Товарищ Гиря. Ну, не так же сильно. Имя и звание. Товарищ Шилов приказал ликвидировать вас обоих. Начнем прямо с тебя. Дом сжечь, чтобы в Мирске думали, как будто это они сами. Подождите! Подождите! Доложите Шилову. Это еще зачем? Я сотрудник ОГПУ. Доложите товарищу Шилову, он подтвердит. Время тянешь? А чем ты докажешь, что ты наш? Я выполняю задание. Я говорю правду, и я вам докажу. Освободите руки, и я вам докажу. Стоять! Стоять! Успокойтесь, поручик. Уберите револьвер. Здесь нет красных. Это была просто проверка. Проверка, говоришь? Проверка. Такого человека убили. Упокой, Господи, душу раба твоего Гири. И ведь умер-то без покаяния. При таких-то грехах. Брат Богдан, схорони брата Гири, а я потом помолюсь. Сами виноваты. Нечего было балаган вот это весь устраивать. Еще спасибо скажите, что у вас не успел. Спасибо. Передайте полковнику. Сало нужно как можно скорее. Сало? Сало. Много, фунтов 20 как минимум. И хмель столько же. Братью держите наготове, святой отец. И пусть они особо не куролесят. Тихо сидят. Им тихо скучно. Я же сказал, никаких эксцессов. Скоро начнется, тогда и повеселитесь. Расходитесь по очереди. Письмо я сожгу. Купалинка, купалинка, темная ночка, Жмут! Ты, пойдем, выпьем. За мою удачу. И, хлопцы, разливай, гуляй, гуляй. Жмут, гуляй. Что жмут, товар хорошо сдал? О, сдал. Так сдал, я к вам не сдать. Удача кахает жмудя, не как других и прочих. Бачьте, какая казна. Ладно, ты это... Не труси деньгами-то. А я все не раструшу, не. Хлопцы, гуляй мы до дому. Давай. Так, подивимся. Светом пойдете? А мне что по свету, что по темноте. Так пройду. Любая собака не унюхает. Давай, выпьем. Гуляй, хлопцы.
Разрешите? Вы? Ой, как хорошо, что вы появились. Вы не представляете, что произошло. Я вижу, барышня, вы идете на поправку. Держи. Я уже выздоровела, только мама на улицу не разрешает выходить. Ложись. Ой, вы не представляете, я видела Андрея. Ага. Это офицер, подчиненный мужа. Он лез через забор, потом начали стрелять, и... Я был с Плаховым. Мы хотели вас забрать с Машенькой, но не вышло. Забрать нас? Да, я расскажу вам потом, у меня совсем мало времени. Вы видели Виктора? Да, видел. Лен Васильевна просил вам передать. Прочтите письмо и сожгите. Он заберет нас? Я думаю, вы все узнаете из письма. До утра я должен быть в Мирске. Извините. Спасибо вам. А как же... Я могу ответить ему? Он просил больше никаких писем. Это очень опасно. Извините меня. Я понимаю. Я должен идти. До свидания, Машенька. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Вот так больно? Нет. Вот так больно? Нет. А так? Ну-ка, вперед голову. Назад чуть-чуть, не сильно. Зачем вы вообще там поселили? Налево. Направо. Ты сам просил присматривать. Ну, со стороны же не так топорно. Держи. Овсюк, тебе что было сказано? Следить за барыней. Да, следить и докладывать. Докладывать. Хватать было сказано? Так я же вижу офицер. С чего ты решил, что офицер-то? Написано на нем. Я их породу чую. И опять же, за превосходительство говорили. Ну, я это вот и того. Классовое чутье не обманешь. Виноват, рожей не вышел. Иди отсюда. Чтоб я тебе не... Иди отсюда. Слушаюсь. Давай. Где, ты говоришь, этот казначей квартирует? Вокзальная 8, дом нежилой, снят под явку. Проверим, знаю этот дом. Я думаю, что готовится масштабная диверсия. Казначей у секунды попросил много сала и хмеля. Сало и хмеля, что это? Что-то из них взрывчатка, а вот что другое. Может быть, деньги? Может, и деньги. Надо будет проверить. Ну-ка, опиши мне их еще раз. Ну, двое явные бандиты, а вот третий… Странный он какой-то. Веселый. Веселый? Ну да, веселый. Может быть, из образованных. Может быть, из артистов? Почему из артистов? Ну, он играл постоянно. Сам собой любовался, нравился себе. Я уверен, что трое не из Плутска. Казначей попросил старшего попридержать братью наготове. Какую еще братью? Может, святую. Этот артист все Бога вспоминал. Ладно. Надо идти. Чует мое сердце. Выгонит меня пан Злотый из партии. А чего тебе волноваться-то? Ты ведь теперь агент польской разведки. Жалование хоть от души положили. Грех жаловаться. Портовый. Хрен портовый.
руки. Хлопцы, вы чего? Пришел. Иуда. Привейте его. За что? А за то, что жмудя с ребятами порешил. Может, не он. Чтобы кончать нужно точно знать. Не он? Как не он, Степ? Он же слыхал, как жмуть за гроши хвалился. И ушел. Куда ты ушел? Чтоб своих кликнуть? Вот что это у тебя? Что это у тебя за ссадина на шее? Что, может, жмуть приложился перед тем, как смерть принял? Да тут все ясно. С откуда он такой взялся? А как взялся, нас тут же под огранду, так? Где он пропадал? С кем пропадал? Жмудя он здесь ждал. Сашок, ты чё? Если бы я на жмуте навел, зачем бы я сюда пришел, а? А я почем знаю? Чтобы дальше гадить. Да не ори ты. Как он мог знать, где жмуть пойдет? Чтобы жмудя ждать, нужно знать, где он пойдет. А, Жиган? Пан Злотый. Хлопцы. Вы на меня думаете. Имеете полное право. Но я этого не делал. Мамонт. Я жизнью своей клянусь. Жизнью и Богом. Ну так что, Злотый? Да почекай ты покуда. Тут еще прибраться надо. Упокой души рабов своих. Жмуди, Михая, Казимиш. Давайте. Бондар здесь! Живой! Хлопцы. Злотый. Кто? Скажи, кто? Он. Ну? Да не наши, Злотый. Не наши. Только один наш. Один. Зло. Уносите его. Это Бондаря? Не бачив таких у Бондаря. А другие? В Жмуде он и его люди какой вер? Православнюсь. Казик ты ж. Бульбашний полик. Отчетки католические. 10 бусин через одну крупную. А крупный скорал. Их и бронил кто-то. Из тех, что на Жмуде напал.
Может и так. Ты не с нами. Может, и не из тех, но ты не с нами. Иди себе с Богом. Как скажете. Зря вот так. Неправильно это. Не по-людски. Не по-людски. По-людски так его шлепнуть надо. За что? Что шлепать надо знать за что. А он даже выпить даже не дали. Правильно он сделал, что тебя попер. Имеет право такое. Ты знаешь, вообще радуюсь, что тебя не кокнули там, понял? Я радуюсь. Слушай, а что ты так отвечаешь-то? Как будто ты обижен. Я вот здесь с тобой цацкаюсь, а может, вообще из тех. Я не из тех. Угу, не из тех. Я, может, здесь сплю, а ты возьмешь вот кочергой мне по кумполу дашь. И он бритвой по шее резанешь и вынесешь еще у нас из дома. Степа. А что Степ-то? Степа! Может, мне съехать? А что сразу съехать? Съехать. Правда, а где ты все время шастаешь? Правда, где? Какие у тебя дела-то? Я не могу тебе сказать. Ясно. Ты опять куда намылился? Янг, ну ты скажи мне, если дело-то стоящее, ну, я, может, на что сгожусь? Может, ты сгодишься. Немедленно прикажи своему халую, чтобы он подал мне коляску. Я просил не беспокоить. Я занят. Не надо строить из себя государственного мужа. Всем давно известно, что вы ничтожество, негодяй. Я голос побери! Ничтожество. Подонок. Негодяй. Кокаинист. Я просил бы вас. Сутенер и кокаинист. Фу. Я просил бы вас проявлять уважение. Сдохните, а не дождетесь. Вы слышали? Мне нужна коляска. Мне тоже нужна коляска. Я иду в лагерь. Генерал. Возьмите извозчика. Вы с ума сошли? Вы хотите, чтобы я пошла по магазинам? Пешком? Как вам угодно.
Хорошо, я пойду пешком. Графу! Ему будет приятно узнать, что вы нюхаете эту дрянь. Не посмейтесь. Полковник, как пикантно. Доверенное лицо его светлость. Кокаинист. Это из-за вас. Что? Я нюхаю. Иначе я бы вас... Что? Я вас убью. Вы. Меня. Вы же тряпка. Как страшно. Граф. Дракон, только пары из ноздрей не хватает. Сделайте одолжение, убейте меня. Только учтите, что в моем завещании нет про вас ни слова. А вашего жалкого жалования хватит только на одну пару кальсон. Впрочем, вы этого не заслуживаете. Ну да. Рад вас видеть, пани Беата. Через час. На площади возле костела. Что стоишь? Запрягай, а то на тебе поеду. Вы только посмейте не прийти. Да. Разрешите, пан полковник? Живы? А вы рассчитывали, что меня убьют? Но не исключал. Я так и думал, что это дешевая провокация, плод вашей неуемной фантазии. Надо бы с вас слупить за нервотрепку. Видели казначея? Казначея? Да. Что он передал? Что ждет сало хмеля. Пан полковник, а вы были в детстве скаутом? Что? Скаутом. Вот я был в детстве скаутом. Знаете, дети любят играть в войну. Пароли, шифры, сало, хмель, казначей. Смешно, честное слово. Нет, не смешно. Что еще сказал казначей? Чтобы вы поторопились. Братью в узде ему держать трудно. Вообще ругался. Говорит, уж много вы хотите. А что за братья-то? Или снова конспирация? Эзоповые иносказания? Я прошу из города не отлучаться. Завтра вы будете нужны. И запомните, теперь вы в игре. С игры нельзя выйти, пока она не закончилась. Раз так, неплохо бы повысить ставки. Ставка? Ставка такая высокая, что уже нельзя повысить. Ставка – это ваша жизнь.